Север. Что он для тебя? Тишина бескрайней тундры или шторм Баренцева моря? Место, где природа всегда напоминает, кто здесь главный, или следы человека, оставленные там, где их не должно быть? Мы пересекаем полярный круг, чтобы найти ответы, чтобы увидеть места, где время застыло, и те, что меняются с каждым днем. Но как понять север? Он прирученный, как териберка, или дикий, как дальние зеленцы? Вечный, как хребет Мустатун-Тури, или хрупкий, как пески Кузазем? Мы отправляемся, чтобы узнать, и может быть в конце пути север расскажет что-то важное и о нас. То, что мы давно разучились слышать в шуме городской суеты. Три часа ночи, пересекаем полярный круг, но кто-то унес стелу полярного круга, ее здесь больше нет. То ли стелу кто-то утараканил, то ли полярный круг, пока мы ездили, куда-то делся. Ну ничего, впереди нас все равно ждет куча всего интересного. Увидимся на Белом море. Вот, собственно, мы и добрались до Белого моря, несмотря на все наши приключения с горой Ватавара. Мы, кстати, разгадали последнюю мистическую тайну горы Ватавара, точнее, почему нас колесо спускало. Как раз-таки по дороге на Белое море тайна всегда становится явной. И наше колесо тоже рассказало, почему нас спускало. Это не духи нас не пускали, у нас просто был боковой порез, который немножко спускал. И по дороге у нас порвалось колесо на скорости 100 в повороте, но вроде как мы живы, доехали, поэтому вот сейчас на Белом море будем показывать вам просто волшебное одно место. Вы уже видите за моей спиной, что место нереально волшебное. Сейчас нам проведут тут экскурсию, мы вам все покажем, будет замечательно и здорово. Поехали! Таня-Тетрина – это не просто музей под открытым небом, это зеркало, которое отражает, как люди веками учились жить в гармонии с севером. Поморы, которые строили здесь свои хутора, знали, в этих местах нельзя побеждать природу, с ней можно только договариваться. Это место – реконструкция жизни, которой больше нет, но которой мы обязаны своим настоящим. Поморы ловили рыбу, строили карбасы, добывали соль и находили способы не просто выживать, но жить в условиях, где большинство видит только ледяную пустоту. Семья Комаровых не просто восстановила старый хутор, они вернули северу его историю. Сетницы, ледники, часовни, амбары. Каждый объект здесь рассказывает о том, что человек может быть частью природы, а не ее противником. Таня-Тетрина – это не про прошлое, это про настоящее. Здесь, в тишине между морем и лесом, начинаешь понимать, что истинное богатство – это не технологии и комфорт, а связь с землей, которая нас кормит, и морем, которое нас вдохновляет. Добраться сюда непросто. Дорога открывается только во время отливов, а машины пробираются вдоль самого края Белого моря. Но каждый, кто приезжает сюда, уезжает с чем-то большим, чем фотографии и сувениры. Таня напоминает, что север не просто место, это состояние души. Настоятельно рекомендую задержаться здесь на несколько дней, попариться в баньке с видом на Белое море, посетить местную экскурсию, где вам расскажут и про ус китовый, и про... Напишите в комментариях, кто узнал, что это такое и что так лихо рифмуется с китовым усом. Ну а мы двигаемся дальше в сторону Варзуги. Классная, кайфовая погода. Аметистовый пляж радует видами и радует погодой. Вот там скала Парус. А тут под ногами куча аметистов просто. Очень большой соблазн взять сувениры. Но если вы сможете сдержаться, это будет героический поступок. Потому что если каждый будет брать отсюда сувениры, это будет не аметистовый пляж, а просто пляж с какашками чаек, которых здесь очень много. Поэтому, если вы увидели красивый камень, поднимите его обязательно и бросьте в море, чтобы его никто другой не утараканил. Море потом его немножко отточит и вернет.
А еще по дороге из Станитетрина в сторону Варзуки обязательно заедьте в настоящую пустыню. Потому что многим кажется, что пустыня это что-то про Африку, еще где. А здесь есть своя северная пустыня на Кольском полуострове, прямо на границе полярного круга. Она, кстати, внутри полярного круга, что не мешает всем рассказывать, что это самая северная пустыня, что это пустыня за полярным кругом. На самом деле это и не самая северная пустыня, и она внутри полярного круга. Но от этого она не менее прекрасная, тем более так неожиданно. Едешь на север смотреть тундру, горы, леса, озера, а здесь настоящая пустыня. Но красивая она только для туристов. На самом деле это экологическая катастрофа. Когда-то здесь были леса, которые защищали землю от ветра, но люди вырубили деревья ради стройматериалов и пашни. Казалось, что природа бесконечно терпелива, но она ответила по-своему. И почвы превратились в песок, который ветер начал разносить на километры. Сегодня Кузаминская пустыня растет, а некогда цветущие деревни борются с ее наступлением. Эта пустыня словно зеркало, которое показывает, как наше желание подчинить природу оборачивается против нас. Но в ее суровой красоте скрыто что-то большее. Здесь, среди бескрайних песков, ты начинаешь понимать, что человек не хозяин, а всего лишь часть большого и сложного мира. Из Кузазем можно выехать в село Варзугу. Оно уже более-менее стало известным. Раньше было вообще никто практически сюда, кроме рыбаков, не приезжал. Сейчас, смотрю, уже людей потихонечку начинает все больше и больше становиться. Прекрасное село, здесь можно посмотреть образцы деревянного зодчества. Вот, например, маковки церкви. Это, кстати, каждая вот эта черепичка, она сделана вручную. И здесь я сейчас чуть поближе покажу. Это еще старая совсем технология, когда железо было слишком дорогое. Здесь все на деревянных чопиках. То есть каждую эту черепичку мастер вручную вырезал, подгонял, она каждая индивидуально. И в них высверливались отверстия, туда забивался деревянный чоп. Эта технология, кстати, до сих пор есть. Ее можно посмотреть, если будете в Кижах. Там, в общем-то, сидит человек, до сих пор этим занимается. Ну, больше как туристическое развлечение, конечно. Хотя, может быть, в Кижах тоже так построено. Может быть, они что-то из этого еще и реставрируют. И еще обязательно воспользуйтесь услугами местной маршрутки. Это на ту сторону через реку переправляет лодка. Она недорогая, что-то стоит, по-моему, там 30 рублей переправа. Это если на маршрутке. А если с частником, то там 1000 рублей, наверное, за лодку где-то в прошлом году мы платили. Потому что с той стороны, во-первых, деревня еще более аутентичная. То есть там прям колорит. Туда меньше людей попадает. И с той стороны потрясающие виды на Варзугу открываются. Поэтому по той стороне тоже обязательно прогуляйтесь. А так, в общем-то, будем смотреть сегодня деревянное зодчество. Будем смотреть Варзугу, смотреть неиспорченную цивилизацией деревню, где люди до сих пор палкой дверь подпирают, когда уходят. Чтобы все знали, что их нет дома, во-первых, а во-вторых, чтобы дверь ветром не открыла. У людей до сих пор все еще здесь нет замков. Хотя с учетом постоянно прибывающего потока туристов, наверное, скоро замки появятся. Но пока это еще можно реально увидеть. Варзуга — это не просто деревня, это северное сердце, где природа и история переплетаются так тесно, что кажется, будто здесь время идет по своим законам. Когда ты попадаешь в Варзугу, тебя встречают деревянные храмы, сохранившие дыхание веков. Храм Успения Пресвятой Богородицы, деревянное чудо 17 века, построенное без единого гвоздя. Его острый силуэт, словно стрела, устремляется в небо, напоминая, что красота может быть простой и вечной. Эта деревня – редкое место, где чувствуешь, что северная природа принимает тебя не как гостя, а как часть чего-то большего. Здесь понимаешь, что настоящая красота – это не яркие огни мегаполисов, а тишина, в которой слышишь и себя, и все вокруг. Варзуга – это урок того, что природа и человек могут сосуществовать, не нарушая гармонии. Это место заставляет задуматься о том, что мы оставим после себя, о том, что важно сохранить не только для нас, но и для тех, кто придет после. Еще одно потрясающее место на Кольском, которое способно просто взорвать мозг многим, кто особенно первый раз сюда поднимается. По крайней мере, я помню свои ощущения, когда я первый раз поднялся и увидел вот это. Все вот здесь просто лежит, усеяно патронами, цинками от патронов, снарядами, минами, просто укрепления. Здесь все до сих пор ровно так же, как здесь все оставили в 44-45 годах. Потому что здесь проходила линия фронта,
единственная линия всего фронта, где враг не продвинулся ни на сантиметр. Вот на этой части стояла Красная Армия, а затем хребтом стояла гитлеровская коалиция. Здесь просто можно прийти и посмотреть, как это все было на самом деле. Как природа и история слились в единое целое. Это край, где грохот войны навсегда замер в тишине северных скал. Здесь проходила самая северная линия фронта Великой Отечественной войны, где наши войска и врага разделяли не километры, а всего несколько метров. Кажется, что война давно ушла из этих мест, но стоит только присмотреться, и прошлое оживает. Заброшенные окопы, ржавые снаряды, следы укреплений. Ветер здесь не просто шумит, он шепчет истории о тех, кто остался на этом хребте. Муста Тунтури напоминает, что память — это не только монументы и музеи. Она лежит под нашими ногами, в камнях, на которых можно найти следы времени, в звуке ветра, который слышал солдатские крики и грохот боев. Но этот хребет не только место скорби. Это напоминание о стойкости, о том, что даже в самых суровых условиях человек может не просто выживать, но и защищать то, что ему дорого. Каждый, кто приходит сюда, чувствует особенную тишину. Это не пустота. Это пространство, наполненное смыслом. Здесь ты задаешь себе вопрос, что я оставлю после себя, и что будет помнить обо мне мир, который видел все. Ты сколько делаешь? 1,5. Пока 1,5, там посмотрим. Не, но резина сейчас теплая, она сейчас остынет на этой фигне и будет где-то 1,2, 1,3. Нормально. Больше не надо, там камни же просвет оставался. Легендарный внедорожный маршрут. Легендарно это 1000 ручьев. Октябрьский это так, лайк. Дорога Умба-Октябрьский. Легкий маршрут, который Яндекс предлагал нам проехать за потрясающие 3,5 часа. На часах 12 ночи, а нам еще 25 километров. Мне что-то подсказывает, что не все экипажи в восторге. Мне кажется, некоторым не нравится то, что дорога слишком простая. Я думаю, они хотели бы, когда мы ее шли в нормальный дождливый год, когда воды было по колено по всем этим камням, они хотели бы там. Как Юра едет, и где он зацепит, не зацепит, и едь просто вот как он. Ну, с учетом как бы его ошибок. Технически несложно, она просто очень долго, очень муторная. Ехать просто приходится медленно, объезжая капы. А так, в общем-то, можно ехать практически на любом подготовленном внедорожнике, ничего сложного нет. Правда, я не знаю, зачем эту дорогу ездить, она не особо-то живописная. Здесь куча мест сильно красивее, чем дорога Умба-Октябрьский. Но так поставить только если галочку, что Умба-Октябрьский проехал. Ну или чтобы выехать на 1000 ручьев и поставить вторую жирнющую галочку. 1000 ручьев проехать. Мы в полноводный год условно ездили, было намного веселее. Сейчас просто куча камней, по которым скочишь, прыгаешь. Приезжайте на Кольский, пользуйтесь Яндекс.Навигатором. Он очень хорошего о вас мнения, как и о нас. Он думает, что мы по такой дороге едем примерно 60. Весь перегон тут, наверное, километров 120, мне кажется, по такой дороге. Ну, в общем, полный световой день в лучшем случае. А если будет вода, если будут дожди, год дождливый, то я бы закладывал даже 2 дня. Что большинству приходит на ум, когда он слышит о Кольском полуострове? Ну, конечно же, Териберка, символ современного туризма на севере. Здесь все просто. Сел в автобус, доехал по новой дороге, устроился в глэмпинге, сделал пару селфи на фоне кораблей-призраков и, конечно же, зашел в ресторан попробовать морских ежей. Все это, безусловно, красиво. Но давайте будем честны. Вы приехали в Териберку? Ну, поздравляю тогда, теперь вы были в Териберке. А в нескольких часах езды от этого шумного туристического центра есть место совершенно другого севера – Дальние Зеленцы.
Здесь нет ресторанов, нет глэмпингов, нет толп людей, здесь даже дороги толком нет. Только тишина, заброшенные здания и северная природа, которая все еще остается сама собой. Териберка ловит туристов, а дальние зеленцы душу. Тут не нужно меню с омарами или платные фото с видом на море. Все, что вам нужно, это уметь слушать тишину. Но каждый выбирает свое. Кто-то ищет комфорт и суету Териберки, а кто-то готов свернуть с дороги, чтобы найти тишину зеленцов. И знаете что? Оба пути хороши. Главное помнить, что север не про рестораны и уют. Север — это то, что остается с вами, когда шум уходит. Короче, нас еще и ограбили в тундре. Мы вчера под машиной оставили пакет с яйцами и мясом, но все в вакуумных упаковках, все не пахнет. А с утра рядом я нашел только вот с маленькими зубчиками какие-то ошметки и одно съеденное яйцо. Ни пакета, ни упаковок от мяса мы ничего не нашли. Короче, кто-то куда-то утащил и сожрал. Думал хотя бы найти пакет, мусор пособирать, там какой рассыпали. Нет, тщательно несли. Одно яичко по дороге попробовали, понравилось, все, куда-то утащили. В радиусе 500 метров от машины ничего нет. Старательно кто-то унес. Кто-то маленький и очень проворный, потому что даже не разбудил нас. Так что будьте бдительны. Даже в вакуумных упаковках это все у вас тут проверят, что у вас лежит. Вот это впереди, кстати, это вообще не облака, это горит тундра. Поэтому, во-первых, не разводите костры в тундре. Не жарьте шашлыки на ковре, он очень здорово горит, кто-то пожарил. А во-вторых, не ездите по горячей тундре, потому что, во-первых, стреляют камни от температуры, а во-вторых, здесь со Второй мировой куча сюрпризов осталось. Пацаны ехали на мотике, 2 снаряда по дороге рвануло. Поэтому горящая тундра — это не только дым, здесь может еще и прилететь фугас какой-нибудь в бочину. Поэтому не разводите костры и будьте осторожны. А еще, если хорошенечко погулять по кустам, то можно найти что-то поинтереснее, типа вот такого. Кольский полуостров – это не только суровая природа, но и северный форпост России, где военное присутствие чувствуется на каждом шагу. Здесь современные военные объекты соседствуют с заброшенными гарнизонами, напоминая о десятилетиях, когда эти земли были важной частью оборонной линии страны. На полуостровах Рыбачий и Средний, а также в других уголках Кольского до сих пор можно встретить заброшенные артиллерийские установки. Эти пушки некогда охраняли Баренцево море, контролировали морские пути и обеспечивали безопасность северных границ. Их стволы, направленные в бескрайние воды, кажутся замершими в ожидании времени, которое уже никогда не вернется. Сейчас эти орудия стали частью ландшафта, контрастируя с мягкими красками северной природы. Они напоминают нам не только о войне, но и о том, как близко прошлое всегда остается к настоящему, становясь тихим, но не угасающим эхом. Пойдем исследовать бункер под пушкой. А то арта стоит. Тут куча еще лабиринтов. Могут быть крысы. Тут может быть медведь, которому скучно. Вот тут что-то еще осталось. Блин, тут все залито непонятно чем. Не самой приятной водой. Вот она лента. Я так понимаю, что по ней, по этим роликам как раз сюда боеприпасы и подавали. А здесь вот стоит еще одна история. А, это, видимо... Это как раз таки, видимо, отсюда и подавались снаряды. Вот, а тут еще одна пушка. Ни хрена себе. Все снаряды, даже какие-то коммуникации, трубы сохранились еще. Снарядов не сохранилось, к счастью. Сейф. Тут какие-то... Где-то по-любому должно быть типа а-ля штаб. А, здесь казармы. Слушай, ну выглядит все как в добром старом фильме ужасов. В общем, если увидите пушку в кустах, берите налобные фонарики и вперед изучать катакомбы. Прикольно? От заброшенных военных укреплений мы отправляемся дальше, на полуостров Средний, где природа вновь берет верх. Здесь открывается настоящий север, огненный берег рыжих камней и величественные скалы Два Брата, которые словно хранят древние тайны Баренцева моря. Ну и если вы смотрите не первое мое видео, то точно знаете, что у меня есть природный дар выбирать самую живописную дорогу.
нас завел Сусанин, внедрить, колотить. Да не благодарите, хорошая дорога, впечатлительно, кайфово. Меня Борис 3 раза ручку чуть не оторвал. Побережье, все, а дальше вот вверх надо. Выбрали самую живописную дорогу, самую кайфовую. Зато все по среднему, все ездят по плохим дорогам. А мы выбрали кайфовую и живописную. Тут, где никто не ездит. Уже очень давно, мне кажется. Попахивает светом в конце туннеля. Бак, если кому надо, вот есть. Там наверху просто военная часть. Видимо, им надоела эта машина. Они ее... Наспор, смотри, как я могу. Ну вот, собственно, так говоря, выглядит полярный день. Вот сейчас, на самом деле, глубокая ночь. Я проснулся, чтобы снять, как это все выглядит. Вот так выглядит ночь за полярным кругом летом. Правда, они платят за это полярной ночью, когда у них зимой всегда темно. Кроме Варзуги. Варзуга — уникальное село. Оно находится на самой границе. У них есть полярный день, но нет полярной ночи. Ну вот еще из того, что 100% стоит посетить на среднем, это берег Рыжих Камней и скала Два Брата. И особенно великолепный фьорд, вот огромную зеленую стену, которая прямо по дороге между Двумя Братьями и Рыжими Камнями. Если вам повезет, год будет дождливым, она будет великолепно выглядеть. Нам в этом году не так повезло, она не такая зеленая, по ней не текут ручейки, как обычно. Но в любом случае, когда будете ехать на средний, обязательно заезжайте на Рыжие Камни и скала Два Брата. Это просто великолепно. Плюс здесь потрясающие закаты. Будете сидеть прямо с видом на Баренцево море, смотреть на бесконечные закаты, которые длятся практически всю ночь. Просто получите массу удовольствия. Рекомендую. Мы пересекли полярный круг, чтобы найти ответы, но нашли больше, чем искали. Здесь, среди бескрайних тундр, бурного моря и заброшенных укреплений, тишина звучит громче, чем любой шум мегаполиса. Берег Рыжих Камней, скалы Два Брата, Кузаминские пески, Варзуга – каждое место открывало свой смысл. Тишина природы учила нас слушать ее голос, заброшенные военные позиции напомнили, как хрупок мир, а люди, сохраняющие наследие прошлого, доказали, что уважение к земле – это не обязанность, а выбор. Мы искали север и нашли его в себе. Его сила не в бурях и величии, а в способности показать нам, кто мы есть на самом деле. Здесь понимаешь, настоящее богатство – это связь с природой, история, которую мы храним, и умение слушать тишину. Север не дает готовых ответов, он оставил нас с вопросами, ответы на которые нам еще предстоит найти в наших следующих путешествиях. Пройденный нами путь был больше, чем путешествие. Это было напоминание о том, что настоящее богатство не в комфорте или вещах, а в умении быть частью чего-то большего. Север научил нас слушать природу, время и самих себя. В общем, друзья, судьба к нам благосклонна. Мы уже выезжали со среднего. Ничего не предвещало беды. Поехали, конечно, по другой дороге, не по той, которой приехали, потому что так можно что-нибудь интересное еще увидеть.
И просто пропустили поворот, и какой-то по чистой случайности нас привело к настоящему каньону на среднем полуострове. Каньон, в конце каньона водопад, прекрасная река. Я не знаю, волей каких судеб мы здесь оказались, но это место здесь нигде не отмечено. Видно, что здесь люди бывают, тропинка протоптанная, не такая уж явная. Постараюсь на карте координаты как-то вам отметить, но на среднем, уже на выезде, настоящий каньон. Не Сулакский, конечно, не Гранд каньон, но вполне приличный, с водопадом, чего я вот абсолютно не ожидал, особенно уже двигаясь в сторону Мурманска, заканчивается средним. И тут просто подарок судьбы. Полюбуемся. В общем, каньон вот где-то здесь. Не видно ничего. Вот озеро Парапилон и в сторону озера Палви. Если ехать, то вот здесь, по течению вот этой реки безымянной, будет каньон.